Есть другой мир. И даже эти самые, вот эти индийские, как они называются, работники, кто реставрирует, даже они хорошо себя ведут, хотя как бы это не их тема. Вот, и это вот тот самый, как даже не монастырь, тут у них же нет монастырей. Шрин, храм, да, этого самого непальского хинаяна традиционный ортодоксальный буддизм. То есть это не тибетский, это именно непальский ортодоксальный. Соответственно, здесь нет никаких этих, как их называют, там, ни гуру Ринпоче, никаких прочих идолов. И здесь единственное место, где вместо идолов на стенах высказывания, то есть учение. То есть именно то, чем, собственно, как и должно быть, потому что идолы — это всего лишь навсего умопостроение, фантазии, а вот эти вот тексты, они, собственно, есть то, ради чего и из-за чего Будду помнят, любят и всегда будут любить. Вот здесь вот именно так, по идее, и должно быть. То есть это даже не храм, потому что Будда не Бог, Будда учитель. То есть это вот как напоминание. Как класс, да. То есть ты приходишь в университет, да, и ты это самое, как библиотеку или как университетский зал. И вот основное, что здесь, это именно вот тексты. Понятно, что есть проблемы с переводом всегда, то есть, но смысл весь как бы, смысл весь сохранен. Вот прям написано это самое. Те, кто понимают важное как важное и неважное как неважное, они, да, находясь в правильном понимании, придут к essential, придут к правильному. Как рыба, которую вытащили из воды и это самое, вытянули на берег, дергается и прыгает. Также наше сознание, когда также наше сознание, точка. Следовательно, мы должны так же, как лучник натягивает тетиву и выбирает цель, также человек должен направлять свое сознание и это самое. Себя контролировать. То есть фокус и самоконтроль. Когда было написано? 3 с лишним, 2600 лет назад. Да, это самое. Чего паритесь? Это тело будет валяться на земле, как бревно. Это самое. Да, твердое и безжизненное, как бревно.
Страсти. Да, страсти. Это проникают в сознание. И так же, как дождь не способен проникнуть сквозь хорошую крышу дома, также страсти и желания не могут повлиять на тренированное сознание. Вот эту вот предел, ту золотую, большие, маленькие, их просто дарят, вот опять же эти самые, как они называются? Меценаты, спонсоры. Ну да, тайцы, бирманцы, эти самые, шри-ланкийцы, то есть все, кто хинаяна буддизм поддерживают, вот они все приезжают сюда. Что для них как бы это важное место, а на всякую эту самую тибетскую и махаянскую движуху они просто даже внимания не обращают. Поэтому здесь как бы вот, храмовые эти комплексы, они поделены на две стороны. В одной стороне страны, в которых хинаяна, а в другой стороне страны, в которых махаяна. Разница в том, что хинаяна – это «помоги себе сам», а махаяна – это такой социализм. То есть эти самые, как они называются, монахи, которые указывают путь. Ну, социальные работники. Или правительство, которое знает лучше. Собственно, на этом все и держится. Социальное построение такое. А хинаяна – это вот, да, идти по стопам Будды и увидеть, и осознать то, что увидел и осознал он. Убедиться в том, в чем он убедился. То есть хинаяна – это путь, как бы, это вытаскивание себя из иллюзии. Да, из всякой фигни, да, из иллюзий, как Мюнхгаузен, за что он там себя, за хвост на голове вытаскивал, да? За косичку, да. Ну, здесь примерно то же самое. То есть ты берешь за голову и поднимаешься вверх. Из мешочка. Да, всего. Ну и есть еще, опять же, красивая метафора, что это как бы пробуждение. То есть пробуждение из того, что мы называем реальностью, которая на самом деле сон. Сон в том плане, что это бессмысленная движуха, там, понятно, карьера, что там, не знаю. То, что конечно. Социальный статус. То, что конечно, рано или поздно. Все конечно, нет ничего не бесконечно. Сознание. Ну, тоже, разумеется, почему должно как-то чем-то отличаться? Комары. Нет, секундочку. Есть мнение, что там атман, брахман, бесконечное, что сознание является как бы этим, но это только мнение. А если говорить о тех же процессах, то когда процесс завершается, все его характеристики, все его характеристики, они заканчиваются, исчезают. Поэтому... Понятно, и логов не остается, бэкапа тоже. Нет, почему? Это самое. Вот культура – это бэкап. Мы же хотя бы что-то знаем про Будду, которого давно нет, только потому, что в культуре сохранились вот его тексты. Причем, понятно, не только здесь, но много где еще, но вот сам факт. Только в культуре. А сам Будда, он, то есть, если мы как бы вменяемые люди, мы должны сказать, что его больше нет. А Хинаяна сказал, что он там перерождается, что он в разных ипостасях, в разных формах. Ну, это нам, опять же, не очень интересно. Интересны тексты, которые составляют вместе путь к спасению. А домыслы и рассуждения не интересны.
сознание как город-крепость, человек сами побеждает, мало это, понятное дело, как сказать, тот, кто создает иллюзии, мара, трикстер. С помощью меча знания, малой силы. Затем, сохраняя заведенное, человек остается анатачт, не привязанный ни к чему, свободный. Но опять же, свободный не в плане там, что можно курить траву и сам, а именно, да, правильное слово, ни к чему не привязан, ни к чему ни о чем ничем не озабочен, вот, так тоже хорошо. Ни к чему не привязан, ничем не озабочен. Если резкие движения, они могут психануть. О, какой милый еще. А этого добра, да, много. Вот. А краснота это реально кожная болезнь. То есть кто-то к ней иммунен, а кто-то нет. Сейчас, побудь. Все. Вот тут они гуляют целое. Вот, а еще с да, красной какой. Сейчас вот они убрали, а так еще здесь есть такая аттракцион, то есть это как бы для совсем упоротых, то есть ты можешь в них медитировать, то есть в них сидеть. Медитация в клетке. Да. Сколько Клетка, это? потому что комары сожрут, и обезьяны съедят. Ну да. Вот. И, ну тоже, вот если так задуматься, абсолютно не требуется сидеть ни в каких клетках. Вот, да, альфа-самец. С большими этими. Шарами. Да. И чистая шерсть, то есть как бы, ну, здоровый. Они как бы здоровые. Все нарисовано. Вот это с большими шарами. Здоровый, шерсть ровная. И все дадут. Тебе бивис никто не даст, а ему, да, ему дадут. Должно быть сделано из дерева, но в 60-х годах поторопились и сделали из бетона. Но тем не менее, это традиционный непальский этот самый стиль. Вот там наверху еще эти самые, тоже там разные граждане сидят. Вот. Но эта статуя уже тоже, вот то, что он с пальцем вверх, вот ребенок, он там вот. Вот, это уже опять же тайское влияние, потому что тайцы очень много денег сюда вложили, в эту самую, ну, в реставрацию, во все. И здоровенный тайский. Что у него палец вверх это означает? Не, ну это традиционный жест. Вот. Пописать сходить? Замечаешь тоже? Кстати, непальский жест вот такой, мизинец. Типа пописать? Да. Что она? Толпа. Подвозят на тракторах, как говорится. Ну а что, это деревенские, да, вот. Вот уебать бы сюда, за дубыками, ну ладно. Алло.
состоянии. Здесь по всей аллее стоят такие эти, как их, столбы, короче, с фонарями, но они не вписываются в архитектуру вообще никак. То есть здесь лодка, но почему эта лодка здесь, она как бы непонятно. Тут, наверное, скорее всего, наше подозрение делали для какого-то города, и в итоге город не взял, их привезли сюда. Вот еще свежая партия. Деревушек. Какая пошла с ребеночком. Здесь написано. Да. Это самое дурацкий язык, точнее дурацкий перевод. Рефрейнинг это не делать, то есть не. Раз, два, три, четыре, Да. 5 штук, 5 заповедей типа. Да, короче, не буду никого убивать живого, не буду брать то, что мне не принадлежит, То есть не воровство. не понятно. буду это самое сексуально неправильно себя вести, то есть мискондукт. То есть не вообще нельзя, а нельзя неправильно. Не буду врать, и это самое, никакой это самое, не бухать и не наркотики, то есть никакого интоксиканта. То есть Понял, организм не захламлять.
Вот вся построена тайцами. Да, и дерево. У них в центре дерево, по их традиции. Ну, тут, да, тут воруют слишком много, поэтому все в запустении. То есть крыши с дырками. Ну, что делать? Она такая вот и на Цейлоне, и в Индии, и в Непале. И Ашока ступы самые старые, которые есть, они тоже вот такой формы. А тибетские вот эти все с этими самыми, со ступенями, с уровнями, это все уже новодел. Ну да, типичная лампийская. Ну и да, никаких украшательств, ничего, только вот. Ну опять же, да, это все традиционные изображения, они все идеализированные. То есть совершенно не означает, что он там, допустим, ходил всю жизнь в одной робе, просто у него, кроме этой робы, особо-то ничего и нет. Ну, потому что нафиг не нужно.
То, что чашка с одной стороны, это ничего не значит? Это самое. Кто-то из местных поставил эту самую чашку. Президент открывал. Ну вот тебе ответ. Вот еще одна чашка, она расположена совершенно в другую сторону. То есть дело не в стороне света. Ну, это Бирма или Маймак, поскольку чувак, который все замутил, был бирманцем, у них самые рублевые участки. Вот у них в стране тоже сохранилась традиция, которая именно вот оригинальная. То есть именно Цейлоне и Бирме. Другое дело, что да, у них как бы свои архитектурные стили, ступы вот именно такой формы, там много позолоты, но не важно. Важно то, что они тоже... У них версия буддизма, которая была до всех этих Махаян и же с ними. Да, как бы сейчас там тоже все как бы коррумпировано, то есть считается, что нужно построить вот таких ступ, и тебе будет хорошее перерождение. То есть тоже ты мне, я тебе, богатые люди платят деньги, получают лучшее перерождение. Все культуры пришли к одному и тому же. Vâng rồi.
Вот у них тоже есть Гаруда, человек-птица. Гаруда есть в Тибете, Гаруда есть в Таиланде на деньгах прямо. Гаруда есть, понятное дело, в этом самом. Ну вот здесь тоже. त्यहाँबाट खिचाल्नु पर्दैन कहाँ का तू Сначала Бирма, потом Таиланд, потом Камбоджа, Вьетнам. Ну, естественно, там они видоизменялись. Ну, а так, да, вот пошел.
А, у них завтра. Ну ладно. Медицинское обслуживание бесплатное. Клинику сделали это самое. В общем, короче, хотя бы нормальные люди. Но тайцы, они жесткие. Ну, король, как бы у них монархия, армия, то есть она такая жесткая страна. Полиция с оружием, то есть там Не забалуешь. не забавляют. Да, уже новый король. Портрет нового. Справа, да, стоит? Да, такой стиль. Ну и тоже, естественно, там вот от стандартного буддизма мало что осталось. То есть все культуры, они вбирают в себя это самое, местные традиции, местные легенды там. И да, легенды, приметы, мировоззрение. То есть он везде трансформируется. Ну, не так дико, как в Тибете, но вот в Бирме один, в Тае другой, в Камбодже уже еще чуть-чуть по-другому. Ну, в Китае, в Японии вообще все по-другому. Но принцип один и тот же. То есть местная традиция всегда смешивается с оригинальным учением. И оригинальное учение обычно сводится к минимуму, а традиция занимает большую часть. Бог. Естественно, японская ступа она во главе. Ну и да, и все с размахом. То есть это вот такая проекция. С той стороны это самая колонна Ашоки,
И с той стороны японская ступа. Туда мы завтра пойдем. Далеко. То есть это самое. Собираются со всех регионов и читают тексты вслух. Те протекторы такие же, примерно как в Тибете, но не тибетские. आए कहाँ व्यवस्था कै बजे लगभग ठीक 5 बजे ठीक Перевернутая свастика, когда на нее нажимаешь, он
Комнаты, ну так, полулегально, то есть не было официально. Ну, как официально? Позже. Ну и, соответственно, с тибетскими тоже. То есть они друг у друга что-то перенимают. Только есть вот эти вот балки еще более резные, декорированные, а у тибетцев они совсем простые. Но составные вот эти вот те самые, они вообще. Вон сними. Есть еще такие точно самых людей, которые озабочены, почему свастика, почему в другую сторону, вот тебе с ними будет 1000 раз лучше. Да я-то не озабочен, у меня просто вопросы иногда возникают сами по себе. Просто почему именно так? Они хотят другого чего-то еще в обмен за покой. Для них он просто еще один.
как рыба, вытащенная из воды, выброшенная на берег, скачет и писает. Также сознание, которое человек пытается контролировать либо успокоить. Вот это вот сама суть. Вся медитация сводится именно к этому. Только ты пытаешься остановить сознание, оно начинает дергаться так же, как эта рыба. То есть человек явно прошел этот путь, и еще метафора такая корректная и правильная. Придумал и донес до людей. Почему так? Потому что действительно вот это сознание, которое ворочает словами в голове, оно более позднее для давления. Животных нет, только людей есть. И это в определенном смысле мешает жить. То есть помогает, разумеется, цивилизация, знания, книги, язык. Но есть еще и негативная сторона, то есть вся эта херня в голове, она мешает жить. Потому что это последующее выполнение. Поэтому глубина учения Будды, она именно даже на таком уровне. Что он интуитивно понимает, что сознание, основанное на языке, является проблемой, не дающей жить. Что медитация – это возможность вернуться обратно в состояние до языка. Это все из этой фразы следует. И вот это вот реальное учение и чудо. А не какие-то там. Кто-то приходит как просто логично. Самое обидное, что никто из них даже не пытается прочесть. Хотя на их языке все тоже написано. То, зачем они пришли. Если они пришли за этой водичкой, они дают эту водичку. Всякие слова,
береза, тростник. Ну ладно, обратно пути. План примерный. Ну, трасса не бьет, но тут потом тоже смотрим табличку, потому что это снега, долго стоит, неизвестно, что делать. Плотность. А так снега. Sorry,
यता पानीको सुविधा छ त कहाँ गए हैं जी? कहाँ गए? आओ कहाँ गए Вот все как мы любим. Летающие дайкини, танцующие дайкини. Кто там у нас еще? Мандалы, мантры, милорепы. В общем, вот вся дичь, собранная вместе. Это вот нигма. Но нигма на деньги немцев. То есть на деньги британцев, немцев, которые якобы думают, что они понимают. Я говорю, это то, где ламы в монастырях являются спасителями людей. То есть они взяли на себя эту функцию. И они даже очень трогательно, есть один из таких тезисов, что, мол, новые архаты, ламы не уходят в нирвану именно потому, что они тут будут, значит, пока последнего не спасут живое существо, они в нирвану не пойдут. Такие они хорошие, замечательные. Ради нас тут застряли.
Ну да, вот тоже как бы заработок, заработок. Они там что-то читают. Да, тексты читают. Вот.